И всем привет, друзья, с вами снова Нетрой. И сегодня мы поиграем в двойной Косач Хаус в одиночку. Приятного просмотра. Так, ну что ж, начинается наша волна. Это у нас скелеты, лучники. И сейчас мы с ними будем потихонечку разбираться. Я взял себе класс Титан, так как мне будет проходить волны с ним, так сказать, проще. Ну, как проще? То есть меня будет сложнее убивать. Падает нам алмазный шлем сразу же, беру его. Это, конечно, не супер хорошая вещь, но хотя бы какая-то. То есть у меня был еще класс леший, но за лешего меня но за лешего меня бы быстро убивали. Поэтому я решил взять себе титана. Возможно, потом поменяю класс, но не факт. Чешуйница край — это довольно-таки жесткая волна, но не на первых стадиях. Так, ну ладно, залетаем как-то к нему так вот. И стараемся их просто вынести. Конечно, без какой-то там связки, без каких-то способностей там паладина или того же Глагрипа сложно их проходить, но что поделать. Я, конечно, буду справляться, считай, последним, потому что я один, но потом, может, мы их еще опередим. Почему-то у нас барахольщик паладин справляется очень долго, при том, что у паладина способность есть, достаточно такая жесткая. Не знаю почему. Блин, у меня тут падает шлем на защиту от снарядов или лук. Я вот думаю. Ладно, давайте возьмем лук. Возможно, у нас получится выиграть какую-то первую дуэльку с помощью лука. Тем более огненная западня, сейчас быстрее пройдем с помощью лука. Поэтому все хорошо. Возможно, мне будет какие-то хорошие вещи, если мне будет падать полное говно. Такие как золотые шмотки, какие-то железные, кольчужные. Ну, железные еще вроде бы не... Железные еще неплохо, конечно. Но если только они не на огнеупорность. Так, проходим мы с вами 7-м по счету, даже позже, чем чуваки справились. Но все равно в любом случае не последние. Так, у нас дуэлька сразу происходит. У левых есть меч каменный плюс неплохая броня. У левых тоже есть достаточно... У правых тоже есть меч, но брони нету. Есть яблочко. Давайте рискнем, просто все на левых поставим. Не знаю, кольцо жизни зачем он купил. Думаю, типа 4 хп ему помогут. Попробую поверить в них. Возможно, они выиграют. А тут мне неплохо так денег. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. Но пока сами разбираемся с чешуйницами, важно, чтобы не выпало замедление. А левый сливает, к сожалению, какие-то нубы, походу. Да. Минус деньги. Мне, правда, 2 книги, это, конечно, хорошо. Но, к сожалению, не падает у меня денежек. Ну, ничего страшного. У нас есть еще попытка. Как бы деньги у меня не так, в небольшом минусе я. Таком. Справа у нас 2 лучника, так сказать. И слева 2 лучника. У левых есть сила 2 плюс паладин. Ну, блин, не знаю на самом деле. У этих 2. Давайте 2 соточки на левых чисто поставим. Может, они затащат. У правых, конечно, как будто больше шансов. Ну, я не знаю. На самом деле, шансов 50 на 50, но у левых есть сила 2, но что-то они ей очень плохо пользуются. И снова мы с вами сейчас будем зарабатывать минус деньги. Суперски, конечно. Отличное начало. Минус деньги по-любому. Вот, а тут чел один уже стив не справится никак. Ну да. Там какие-то задроты, видимо, играют. О, слева у нас паладин. И тут сила 2. Здесь у нас Хакай. Даже не знаю на кого поставить, честно говоря. Хакай, охотник на монстров. Если левый купит порошок, то, возможно, они затащат. Если нет, тогда ГГ. Ну, давайте все поставим на правых, так как Хакай, я думаю, может он сможет исчезнуть и нанести просто удар, вот, например, по библиотекарю, и вынести его. По крайней мере, это очень сильно надеюсь. Конечно, если так не произойдет, то будет очень обидно. Мне нужны, конечно, книги жизни. Побольше книг жизни. Но пока еще ни одной не выпало. Так, сложно. Они разбежались, мне это бесит. Так, первые деньги мы с вами поднимаем. Так, зарабатываем еще книжку жизни дополнительно. Это уже неплохо. Да, отстань от меня. Убиваем последнего скелета. Являемся последними. Мне падает алмазный нагрудник, либо алмазные штаны шипы.
Конечно, шмотки обычно это плохо, но вещи сами по себе уже хорошо. Не знаю, кто против меня сражается. Синие киты, хоть на остров Хакай. Я куплю себе порошок под конец. Не знаю, насколько он мне поможет. Мы с вами прокачаемся вот так чуть-чуть. Купим с вами порошочка. 2 можно купить даже. Я думаю. Еще лук прокачать. Постараемся сейчас выиграть дуэльку эту. Не знаю, насколько у меня получится. Хакай, он сразу целью на него лук. Мы, к сожалению, не попадаем. А, у них шипы еще супер. Не-не-не, тут не ГГ. Я еще бегаю как идиот. А, мне еще тут за... Да, не ГГ тут без шансов. Без шансов, даже с броней мне тут никак не выиграть. Чел меня своей способкой застанил. У них там шипы были, поэтому без шансов. Я никому даже не смог попасть по чувакам. Без шансов для меня тут было. Справа у нас паладинчик, барахольщик. Слева тоже паладинчик и скоробей. У них есть сила вторая, в этом плюс. Но у правых есть броня, тоже плюс. У левых нет брони, я даже не знаю, на кого поставить. Ну давайте все зальем на правых. Что мне терять? Как говорится. Там у нас монетки слева валяются, конечно. Монетки это очень хорошо. Меча у нас пока не падает, пока только лук. Мне проще, мне кажется, руками будет бить их. Справа у нас, конечно же, сливают, как же иначе. Всех, на кого я ставлю, они, конечно же, сливают. Эх, ну, поставил бы налево, поднял бы деньги, но, увы. Может, какой-то кушек получу, в конце концов, как-нибудь. Но пока что-то особо не идет. Но одному сложно без меча, в принципе, без каких-то шмоток, без преимущества. Ну, как без шмоток. То есть у меня шмотки есть, но они такие не супер, какие-то жесткие. Ай, падает говнич на самом деле. Беру, наверное, зелье нестойкости, хотя бы чтобы проходить ифритов каких-нибудь. Слева дубликант, сила второй. Справа паладин библиотекарь. Мне по броне неплохо, на самом деле. Но слева сила вторая. И луки есть. Давайте поставим налево, что ли. Не знаю. Конечно, правый как будто бы выиграю здесь, но он чел аж 1700 залил. Но, как говорится, попытка не пытка. Возможно, левые суперски стреляют. И они их вынесут. Да нафиг я не могу убить этого зомби из-за того, что по мне эти маленькие бьют в спину. Ну, бы крысы, конечно, зомбики. Хорошо, левый пока справляется с одним. Я остался второй. Мне выпадает книга апгрейда, пока мы ее подбирать не будем. А книгу жизни мы будем подбирать и используем сразу же. Неплохо. Игра, конечно, не хочешь мне помогать, нафиг. Мы еще полдня стоим, ждем, пока закончится. Да, они задроты какие-то, мне кажется. Они просто его застреливают. Ну ладно, чел в лаву упал. Не такие же они, конечно, профи. Но мы деньги поднимаем с вами. Хотя бы чуть-чуть вышли из минуса. Ну как из минуса? Чуть-чуть в меньший минус. Можем с вами, кстати, медасик купить. Ну, если, конечно, меня в дуэльку сейчас не кинут. Мы, кстати, не на последнем месте пока. Это уже какой-то плюс. Зеленый. Вот я против зеленых не против бы посражаться. Они как раз там чел вылетел. Можно против них посражаться. Меча у меня нету, поэтому будет сложно с лука как-то убивать. Они в итоге справляются. Это хорошо. Мы с вами медасик берем. Так, белый против синих. Так, ну у них у всех есть чуваки. Никто не вылетал. Кстати, огненная западня как раз пригодится моя. Как раз и пригодится моя нестойкость. Так, ставлю, наверное, направо все. У левых тут по шмоткам вообще. Ну, то есть по броне у них вообще ничего нет. У правых шипы. Плюс, ну нет, тут КГ. Мне кажется, тут левые без шансов проиграют. Хотя... Ну, там паладин ничего не закупает, поэтому... Не думаю, что они смогут затащить. Так, мы с вами сразу на них... Ничего не бросаем. Просто к ним подходим. Справа остался вроде Хакай. И слева я не знаю, кто паладин или там кто-то остался. Зарабатываем с вами 600 золота. Неплохо. Конечно, там чел зарабатывает намного больше. Но там он 4000 зарабатывает. Ну, мы с вами купили медасы. К сожалению, ничего не заработал.
Мы с вами купили Мидасы, к сожалению, не поставили все деньги. Конечно, так я бы поставил все, скорее всего, на них. Они затащили как раз. Зеленый нас покинул игру. Не знаю, как хорошо это или нехорошо. Фиолетовых пока достаточно много. Это ворса. В принципе, как у меня в 2 раза. В принципе, больше, чем у меня в 2 раза, поэтому не особо приятно это. Ай, кого я могу победить, даже не знаю. Паладин барахольчик, возможно, их могу победить. Но мне меч нужен. Нужен меч. И шипы желательно. Конечно, броня плохо, что у меня обычная. Мне будет с обычной более сложно сражаться. Если бы на шипы была. Но у меня были тогда штаны на шипы и нагрудник. Но я взял, конечно же, нагрудник, потому что лучше, конечно, больше брони, чем, чем штаны какие-то на шипы. То есть, если у меня было бы ботинки и штаны, но одни на шипы, то это не особо мне помогло. Беру хилку, так как хилка мне больше должна хилить, по идее. У нас сражается снова белый паладин. Вот эти вот чуваки. Слева берсерка, мастер оружия. У обоих есть шипы, но не знаю, насколько они им помогут. По броне у них, ну, неплохо достаточно. Ну, не знаю, типа. Как будто, конечно, должны левый тут тащить без шансов. Но я поставлю на правых 150. Мало ли, типа, не затащат. Ну, там чел что-то заливает очень большие деньги, я не знаю. Зачем он так делает? Так, надо замедасить поборника. У меня последняя. Вот я ненавижу эту карту, потому что тут нафиг зажимает, а тут фиг еще потом выберешься. Так, поборничка замедасить. Книжку пока не подбираем. Главное, чтобы она не исчезла. По дуэльке у нас происходит хорошо. Блин, там панч, конечно, зарабатывает очень много денег. О, вот это нехорошо, на самом деле. Мастер оружия нафиг зарабатывает деньги. Они сейчас самые топовые. Вот это мне не нравится вообще. Слово совсем. Крипера мы убиваем сами. Надо их не оставлять живых. Иначе надо их убивать, чтобы мне больше монеток зарабатывалось. Потому что каждая монетка на счету. Быстрее заканчиваем, конечно же. Меня дуэли не хотят кидать пока что. Я не знаю почему. Не везет пока по дуэлькам. Слева барахольщик и паладин. У паладина неплохая достаточно броня. Но справа как-то победили тех челов. Я не знаю, как они это сделали. Почему? Я не понимаю. То есть шипов. У тех челов были шипы. Я не знаю, на кого тут поставить. Ну, давайте чисто 150 на левых. Мало ли, как говорится. Ну, дофига поставили на правых. А моя книга Брэда исчезла. Суперски, конечно. Надо было качиваться. Эх, минус книгу Брэду потерял. Надо было хотя бы ее так забрать. Я не знаю, чем я больше рукой сношу или с лука. Так, пока левый тащит, это хорошо. Я не хотя бы не солью деньги. Плюс 2 раза неплохо. Опять мастер оружия поднял. Вот это мне не нравится, на самом деле. Очень сильно не нравится. Так, самого жирного попробовать. Ага, и не получилось, конечно, самого жирного вынести. Меча нету, это проблема. Без меча мне очень трудно проходить волны. То есть, ну ладно, не очень трудно, пока еще достаточно просто. Но потом уже станет мне трудновато. Особенно если какой-то микс без меча. Шипы я могу купить, в принципе, но они не особо мне помогут. Так как все равно меча нету. Убивать я их долго очень буду. Нижний чел у нас почему-то сливается. Я не знаю, почему так происходит. Мы с вами проходим волну. Последними проходим, но ничего страшного. Берем исцеление еще одно второе. Меча до сих пор не падает. Это очень обидно. Очень обидно. Справа, ну, тут направо все заливаю. Без шансов, я думаю. Прокачивать ли мне броню? Пройду ли всадников апокалипсиса? Думаю, должен пройти, по идее. Хилки у меня есть. Конечно, то, что они сейчас разбегутся, это проблема. С мечом было бы проще. Но, увы, конечно. Там у чела дубликант 2000 нафиг осталось. Ё-моё, что это такое происходит? Видимо, чел наставил тогда на правых, а тут поставил на как раз таки на левых. То есть, ну я не знаю, насколько они в окупе. Не знаю, но у чела 2000, это ему для него очень, как говорится, плохо. То есть, да, конечно, тот прокачивается. Так, один нафиг скелет нубский.
2500 мы с вами зарабатываем. Ну, тут очевидная была ставка, конечно. Так, пауки, идите нафиг свои. Не надо скелеты забрать. Все, скелеты забираем. Дасим паучка, любого, без разницы, в принципе. Силы нету еще пока. Блин, жаль, силы нету. Было бы сила, было бы лучше, конечно. Но, увы. Увы. Ой, я против них дуэлюсь. Но мне сейчас не ГГ будет просто. Они меня вынесут вперед ногами. Меча у меня нету. У них сила есть, у них есть шипы. У них все. Ну ладно, шипов у них нету, но они, мне кажется, купят. И мне сейчас будет просто ГГ. Я могу, конечно, прокачаться сейчас, купить какие-нибудь купить шипы, например, шардик. Давайте так и сделаем. Купим с вами часы, шардик купим. Прокачаем броню немножечко. Лавовая карта, кстати, это хорошо. Дубликанта попробуем вынести сразу. Так, чел у нас падает в лаву, и мы используем часы. Мы используем... Так, выносим одного, уже неплохо. Осталось этого добить, мастера оружия. И все будет идеально. Сюда зарабатываем кушек, хорошо. Конечно, нас какой-то тотем поставил нубский, но все равно хорошо. Все равно хорошо. А он один, поэтому нам без разницы. Мы зарабатываем сколько мы зарабатываем? 8000 мы зарабатываем, отлично. Зарабатываем денежки. Но если бы еще чел на нас не поставил, мы бы заработали намного больше. Там шипы плюс шардик. Ну, шардик мне никак не помог, потому что я его не использовал даже. А вот шипы, вот хорошо, чел мне по шипам пробил. И достаточно было просто их победить. Я хилок еще 2, поэтому я бы жил. Берем здесь с вами, наверное, не знаю, силу или меч. Давайте возьмем, не знаю, нафиг. Давайте меч возьмем все-таки. Будет полезно мне взять меч. Потом возьмем сейчас мракобесец, наверное. Нет, да, мракобесец, чтобы волны проходить лучше. Прокачаем с вами сразу мечик, вот так раз. Потом покупаем бам-бам, мракобесец крафтим. Пьем с вами огнестойкость и целимся, наверное, на охотника на монстров. Потому что он меня бесит. Ага, я его плохо пробиваю. А вот это вот хорошо пробиваю, кстати. Так, я знаю, ты хочешь мне накинуть свою зельку нубскую, так что иди нафиг. Пошел нафиг, я сказал. Ага, не попали. Так, вынести вот одного. Хорошо, вынес. Теперь можно отхилиться. Так, надо супчики схавать. Постараться побегать как-нибудь. Так, я успел отхилиться, вот это хорошо. Так, надо побегать. Так, использовали шипы. Он мне ударил по шипам. И мы залутаем еще плюс 10 тысяч. Даже 11, хорошо. Плюс деньги. Конечно, поднял этот паладин, но он вроде бы не умеет играть, насколько я понял. Деньги лутаем, отлично. Отлично, лутаем денежки с вами. Суперски, просто мне это нравится очень сильно. Хакай, охотник на монстров. Ну, поставим 500. 500 поставим, чисто символически. Прокачаем, наверное, с вами броню, потому что скелеты опасные, на самом деле, волна. Мы с вами сейчас побегаем немножечко, чтобы скелеты сами себя подамажили. Кушек мы залутаем, это хорошо. У меня уже, в принципе, 35 тысяч нетворса, самое больше, кого тут есть. У мастера оружия, дубликанта, там у чувака очень мало денег, то есть 4600, это капец какой-то. У паладина теперь, у этого чела. У паладина скоробея получше, конечно. Но в любом случае. Мне надо, чтобы мне потом выпал какой-то мастер оружия. Давайте с вами шипы включим. Поменяем классный мастер оружия, наверное. Надо было бы все деньги ставить. Они тут выиграли без шансов, вроде бы. Поэтому надо было все ставить. Ну, без разницы. Кстати, падает нам с вами сила. Первая. Хорошо, что я тогда взял меч. Это нам в плюс. Что мы можем еще купить? Мракобесец я купил, шард я купил. Можем часы купить, либо... Я думаю, часы, наверное, купить. Потом медасик продать. Но прокачаем с вами сейчас еще броню. Конечно, она обычная, это проблема, но, увы, ничего не сделать.
Скоробей, но не знаю, но я 100 на правых поставлю. Типа, чисто символически. Я не думаю, ну хотя, не знаю, кто выиграет здесь. Сложно сказать, очень сложно сказать. Надо убить скелетов сразу же. Так, одного мы забираем, второго тоже забираем сразу же. Включаем шипы, включаем меньше дамаг по мне. И начинаем дамажить просто этих паучков. Просто всех мы начинаем дамажить. Надо будет потом книжки жизни еще понакупать. Если мне еще часто книги падали, было бы хорошо. На меня не действуют эти ифриты, поэтому мы справляемся с мобами достаточно просто. Ну да, 48 лутаем. То есть пассивный такой доходик, я бы сказал. Да, подождем еще Мидас 10 секунд. В принципе, это не так долго. Я в любом случае не справлюсь быстрее, чем чуваки. Ну, возможно, я справился, чем один там. Но он ловкач еще остался. Я не знаю, успею пройти быстрее него или нет. Но Мидасик это мне будет полезно. Отправляемся мы пятый, вроде самый последний, но без разницы мне как бы. Синий дуэлься против ловкача. Я могу ставить все на них абсолютно. Я не верю вообще в ловкача никак. Я не думаю, что он с такой броней. То есть у него кольчуга, железный шлем, еще железный поножи. Она не прокачанная вообще. Я не думаю, что он сможет затащить. Замедление мне до сих пор не выпало, в этом проблема. Будем ждать какого-нибудь мастера оружия, реально, потом, чтобы волн... Ну, не знаю, Титан хорошо, но какие-то волны проходить будет очень-очень сложно. То есть, тех же эндермитов каких-нибудь, это будет очень сложно проходить. Уменьшение урона включаем. Там еще поставил правый направо, поставил 409, это чел. А вот тот, который играл за... Панчер поставил, не поставил? Да, он 3900 поставил, но у него меньше ставка, чем у меня. Это хорошо. Ловкача тут забивают просто. Хорошо, что я не попался тогда на зельку этого чувака, охотника на монстров, иначе мне было бы ГГ. Возьмем тут еще одно исцеление, так как ничего больше лучше тут не выпало. Травление было хорошо, но оно бы не особо мне помогло. Здесь у нас паладин. Паладин не умеет играть за свой класс. Поэтому... Он не умеет за свой класс играть, поэтому ему тут ГГ, скорее всего, будет 100%. Скелеты-лучники, отбегаем от них подальше, чтобы они себя дамажили. Мне очень будет сложно проходить волны скелетов, наверное, потому что как бы у меня нет защиты снарядов каких-нибудь. Вот всадники апокалипсиса будут жесткие на самом деле. Так, включаем тогда шипы с вами. Пусть они себя подамажат. Шарт не будем включать, не вижу в нем смысла никакого. Паладином достаточно много хп, но я не думаю, что он здесь может затащить как-нибудь. То есть, да, он ХК пробивает, но в чем смысл? То есть, они двое. Ну, они его забьют просто, скорее всего. Хотя, я не хочу сейчас потерять денег столько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, фух, 7800 поднимаем. Это было очень близко. Если бы я сейчас слил столько денег, было бы очень-очень обидно. То есть, так я залутал плюс 1000, но... Рисковать так больше не хочется. Ну блин, тут левый, скорее всего, затащит, на них 5 соток заливаю. Не думаю, что сможет затащить этот чел. Не знаю, мне книги урона надо купить, потому что волна жесткая. Достаточно. Прокачивать, не прокачивать, не знаю. До конца броню. Может, книги апгрейда какие-то попадают, будет хорошо очень. Не знаю, со каких ударов. С 2 ударов, наверное, буду выносить их, да. Так, уменьшение урона тоже включаем. Чтобы мне было проще их бить. Все, можем отходить. И стараться их так добивать. Замедления нет, вот это очень плохо. Они меня, скорее всего, не убьют. Я пройду эту волну. Без потери жизни, я думаю. Но все-таки без замедления сложно, очень сложно. Ну ладно, сейчас не так сложно. У меня есть меч заморозки. Хоть какое-то замедление есть. Книг, к сожалению, не падает ни одной. Из кучи эндермитов ни одной книги не выпало. Это плохо. Обидно, обидно очень сильно. Вторым мы справляемся. Фанчер поставил 500 направо. Зачем он столько сделал? То есть 1500 он поставил вроде бы. 1500 его еще поднял. Но это невыгодно как бы. У него 8000 по нетворсу. Я не знаю, в чем смысл. То есть они в минусе явно. Чел по урону выигрывал, но я не думаю, что он... Блин, тут выпал
Шлем защиты снарядов, ну, я уже прокачал свой. Сила вторая выпадает, хорошо. Вот это мне нравится. Шлем я уже прокачал, поэтому я не вижу какого-либо смысла. Ну, давайте с вами штаны прокачаем и нагрудник тоже. Замедления по-прежнему нету, ни стрелы, ничего. А остальное, думаю, пока можем не... Остальные вещи можем не покупать. Думаю, босс будет достаточно простой для такой волны. То есть 21 волна всего. И босс, я думаю, будет очень сейчас. Мы с вами шипы врубаем. Начинаем выносить одного. Когда шипы заканчиваются, сразу повышение урона. Надо вынести хотя бы одного сейчас. Так, ну мы с вами выносим. Можно на расстоянии бегать. Конечно, мне падают монетки. Спасибо большое, Кристалликс, что даешь мне такие суперские вещи. Не какие-нибудь книги там урона. Книги жизни. Так, отстань от меня. Големчик. Меч заморозки — это хороший выбор. И мне вторые монетки. Супер, спасибо большое, Кристалликс. Первый справляемся, кстати. Хорошо. Но монетки, 2 раза монетки вообще офигенно нафиг. У меня 3 монеток. Ну ладно, монетки лучше, чем ничего, как говорится. Конечно, лучше бы мне выпали книги жизни, там книги урона, хотя бы книги регенерации те же. Что-нибудь, ну нафиг. Мне, конечно же, монетки. Спасибо большое, Демаси, спасибо большое, Кристалликс. Такой подгонщик. Мне, конечно же, очень сильно везет. По броне у меня, конечно, вся на шипы. 100%. Ну, сила вторая хотя бы есть, это уже плюс. То есть дополнительный 6 урона у меня будет уже 24. Если бы еще за алхимика, ну нет, за алхимика я бы тогда слил, скорее всего, потому что у меня было бы очень мало хп. Я бы сдыхал быстро, а за титана, наоборот, много. Кто у нас там сливается? Black Panda сливается за паладина. Но он не умеет, он должен шары жизни покупать, но он их не покупает. Если бы он покупал, он бы, скорее всего, затащил в той дуэльке 100%. Он бы выносил одного, потом выносил бы второго. Паладин не прошел, а Лавкач прошел. Как это так получилось? Вот как раз у нас дубликант, мастер оружия. 16,5 урона достаточно много, плюс сила вторая, но брони у чуваков нет особо. Да, и, конечно, у левых лучше бронят, но не сказал бы, что намного. Я не знаю, насколько хорошо правые играют. Я не знаю, честно. Ну, 100 на правых поставлю, чисто символически. Мало ли, все не затащат. Я подниму хоть какие-то деньги, но мне кажется, тут левый должен тащить. Хотя вот чел поставил на правых 3700. Если сейчас он сольет эти деньги, ему будет очень обидно. Это кто нас поставил? Поставил парохозчик паладин. Ну, конечно, странно, что он сделал такой выбор. Очень странно. По факту правых брони там вообще не прокачано. Нет, их выносят в нулину вообще, типа. Я думал, что они супер профи, но может им по броне просто не везет. Давай стреляй, скелетик. Ага, нифига себе ты, меткий лучник. Че сливает дофиги 7000, сколько? Ой, не 7, 3000 он там сливает. Очень классно. Что мне взять? Слабость. Возьмем ботинки на шипы. Прокруток у меня больше нету. Это очень плохо, но что поделать. Скоробей паладин дуэлятся против этого чувака. У него шипы есть, но типа... Такое себе, у них сила вторая, по урону неплохо, а у него по урону... Угу, понятно, но по броне у него... Давайте косарик заливаем. Чисто так вот. Я поставил не самую большую ставку, но вторая, так сказать, большинства. Ну там паладин заливает больше меня денег. Но если он поднимет, то, конечно, мне будет без разницы, в принципе. Сколько он там залил. Потому что, ну не знаю, паладин, барахольщик, как будто не соперники особо мне. Соперники, скорее всего, паладин, скоробей, либо котиком остров, Хакай. Ну, посмотрим. Мастер уже дубликант, там у чела уже одна жизнь, я не понимаю, как он ее слил. То есть, ну, точнее, как он слил 2 жизни даже. Мидас не будем ждать с вами, нафиг он нужен, тут Мидас. Ну, конечно, нет, не нафиг нужен, но, типа, долго очень ждать не хочу. Я бы прошел быстрее желтых. Ну да, мне по нетворсу, конечно, больше, чем у них даже. Я больше, чем его команды. Их команды, в принципе. Даже больше, чем фиолетовые. Но не больше, к сожалению, чем... Ну, на уровне синих, но не передамажу белых. На меня не ставьте на меня, пожалуйста. Да там никто не ставил на тебя вроде бы. Или кто-то ставил, не помню. Зарабатываю такие, ну, так сказать, пассивный доход, в принципе. Поставка у меня 8000 уже, 8400. Достаточно неплохо.
эти желтые, эти дуэлятся, которые сливаются столько... Ну, они даже шипов не покупают, я не знаю, типа... Конечно, по прокачке у них неплохо, но, типа, не знаю. Не знаю вообще, что они делают. Чел прокачивается. Ну, блин, у них по шмоткам прям говнище. Я, наверное, 1000 залью так же ж. Наверное, к себе уронщика еще куплю. Сейчас очень жесткая волна. Можем на расстоянии так постоять. Бамс, так вот бамс. Просто по ним пострелять. Кстати, можно будет повыбивать этих. Так, до свидания. Можно будет свечи повыбивать, попробовать себе какие-то книжечки. Может, мне что-то попадает хорошее такое. Мы пока разбираемся с этими поборниками. Так, все, давайте, подходите ко мне, феечки нубские. 1200 мы залутаем. Ну, в принципе, ты неплохо, достаточно. Давайте на них их на лоу хп ставим, чтобы, если что. Так, одного на лоу хп ставили, теперь второго. Так. И вот так вот. Все, теперь феечки давайте. Идите ко мне. Конечно, по ним сложно попадать. Опа, книга жизни, вот это неплохо. Пока там у нас еще усиление раунда. Можем с вами выпить хилку на всякий, чтобы они меня не убивали так быстро. Так. Еще попадать по ним сложно, конечно, они такие маленькие нафиг. Меньше, чем чешуйницы. Так как по нему не попасть? Так, давайте с лука попробуем пострелять. С лука, мне кажется, будет более лучше. Так. Можем еще, кстати, медас дождаться, 30 секунд. После медасить кого-то. Плюс пассивные деньги будут, так сказать. Так. Давайте, идите сюда. Что вас так мало? Больше, мне больше. Так, книжку можно использовать. Кстати, плюс 3 сердца свои получаем. Так, нафиг. Давайте, больше вреден, больше. Дайте мне еще одну книгу. Хотя бы одну, хотя бы книгу урона какую-нибудь. Было бы уже хорошо. Ну или еще книгу жизни. Так. Куда вы на всех полетели? Вы от меня прячетесь, что ли? Не хотите мне книги давать, а? Ты что, Ну как книгу мне быстро дали еще одну. Какую-нибудь... Ну книгу, ну пожалуйста, ну книгу. Ну ладно, не будем уже. Давайте медасиком бамс. А как второй сдох? А, я его походу сила мысли убил, да? Похоже на то. Мы с вами берем схилочку еще одну, пригодится. Тут будет очень сложно, на самом деле, пройти. Не знаю, вкачивать ли мне железный поножик. Кстати, у них чел слился. Остался один. Вот этот чел. Давайте на него 500 просто поставим. И прокачаем тогда ботиночки. Книги жизни, ладно, не буду покупать. Так, сил на себя бросаем, сразу подходим к ним. Шипы вырубаем. Залетаем к этим скелетам. Потому что будет очень сложно потом их как-либо догнать. Не, ну будет, конечно, догнать мы их сможем, но, типа, проблематично это будет. Очень проблематично. Поэтому мы сразу подлетаем к ним вот так вот. Кстати, у нас один скелет вроде бы. Насколько я понял. Так, иди сюда. Спрятался он. А, нет, не один, кстати. Ну, теперь все. Теперь точно их 0. Так, ну из последних паучков мы просто добиваем. Все. Мы прошли, сам ничего не выпало. Жаль, конечно. Надо было стать больше налево, он тут тащит. Конечно, у него денег, ну, 32 тысячи, чуть меньше, хотел сказать, чем у меня. Но вообще тут, типа, на минимальном. Он ему залукодрочивает. Ай, там опять этот Traveler поставил. А, нет, это другой, кстати, чел. Скорбей поставил. Хорошо, у меня деньги сейчас сольет себе. Конечно, паладин поднимет, но не окупит его деньги 100%. Да, он не окупил. Это было понятно. До сих пор замедление, кстати, мне не выпало. В этом проблема. Ну, что поделать, как говорится. Шар жизни купил все-таки паладин. Какой молодец. Хоть начинает продвигаться в своих успехах. 19 урона, тут 13,5, тут сколько? Тут 19 плюс сила вторая. Давайте чисто них 5 соток зальем также. Не знаю, что мне покупать, часы. Мне в дуэльки не попадают, то есть часы мне особо пока не сильно нужны, потому что
дуэльки не попадаются вообще, то есть... Мы с вами сразу используем шипы, часы. Ой, часы мы не используем, у них еще до сих пор нету. Что мы используем? Шарт мы используем, да, конечно же, шарт. Стараемся вынести этих волков. Ну да, месть заморозки очень сильно мне помогает в этом плане, потому что я их хоть как-то замедляю. Если бы не способка моя, то было бы очень плохо. Ой, то есть не способка, то есть месть заморозки. Так, ну тут правый тащит, конечно, левый вообще что-то, ну не знаю, они какие-то нубы походу. Ну, либо просто не умеют играть. Хотя это одно тоже, в принципе. С вами лутаем еще деньги. Мне супер вещи падают, конечно. Беру себе кожаный шлем и сразу выкидываю в мусорку. Потому что он мне нафиг не нужен. Силу первую, я не знаю, оставляю пока что. Пусть будет. У нас 27-й раунд. Поэтому, в принципе, пока вещи мне какие-то дополнительные не сильно нужны. Я думаю насчет смены класс на мастера оружия, если он мне выпадет. Паладин мне вообще никак не поможет. То есть нафиг он мне нужен, тут паладин. Он мне только, так сказать, лишних проблем составит. Потому что, ну, типа, способность его будет уже, ну, типа, лишней. Она будет бесполезной. Вот тут я ненавижу этих пещерных пауков. Они меня прям очень сильно бесят. Они триггерят мне эти пауки. Ну, токсичные еще нормально. То есть токсичные вообще пофигу. А вот на пещерных именно они меня бесят. Они маленькие, по ним сложно попасть. И мне еще дополнительно нафиг отравляют. Это мне не нравится очень, конечно. Куча свинозомби попадала. Так, кого мне замедасить? Кого мне замедасить? Давайте еще вода выбьем. Давайте паука замедасим с вами. Надо было зомбика медасить, ну ладно. Я не подумал об этом. У нас скрипт разрывается, поэтому сейчас пофиг на те монетки уже, которые мне могут выпасть. Так сказать, ну, точнее, что я золотая скрипера. Типа, мне не сильно важно. Это раньше, типа, каждая монетка на счету. Сейчас я могу, в принципе, их спокойно взрывать. Так как мне только наоборот дольше будет их проходить. Эту волну, в принципе, прохожу. Урона, конечно, у меня не супер много. Так, иди в задницу, свинозомби 1, свинозомби 2. Проходим с вами четвертыми. Осталось всего 4 команды. Очень весело, конечно. Опять желтый дуэлятся. Ага, опять против этих челов, да? Белые же дуэлились тогда? Да, белые дуэлились. И них вынесли просто в нулину. Но тут у левых, честно говоря, 22 урона у чувака. Ой, микс. Давайте с вами прокачаемся. Купим, не знаю, что мы... А мы не можем ничего купить, да, мы вложили деньги. Давайте с вами меч прокачаем, наверное, вот так еще сделаем. Берем сразу огнестойкость. Кидаем с вами пилку. Так, идем мочить скелетов. Скелет почему-то вообще не там стал, где нужно мне. То есть он стал среди мобов, мне это вообще типа... Так, одного я вынес, уже хорошо. Давай, стреляй. Ну как, ну куда ты по мне стреляешь? Ну, шипы используем с вами, шардик тоже используем. Начинаем мочиться, здесь просто месиво какое-то происходит. У меня медас откатывается, кого мы можем замедасить? Давайте скелеты сушителя. Давайте его, оп, все замедасили, можем отхилиться чуть-чуть. Так, все, у меня full хп. В принципе, можно было не хилиться, я бы так, наверное, прошел. Но в любом случае, титан очень полезный. То есть титан мне для прохождения волн таких вот очень полезный. Так, добиваем последнего мы с вами фритикой. И до свидания. Вот там, кстати, неплохие денежки со ставок. Берем с вами тут щит. Замедление мне до сих пор не выпало, напомню. Сколько я поставил? Сколько я поставил? Не помню. 5600, выиграл 6800. То есть 1200 я каких-то залутал. Давайте с вами купим, наверное, часы. Часы купим с вами. Продадим. Нет, пока не будем продавать медас. Ну, просто так часы купим дополнительно. Просто у меня негативное зелье, способность игроков. Ага, и не ускоряет, да? Ну ладно тогда. Не думаю, почему-то, что они меня ускоряют. Ну, плюс 1 урон к урону, типа, ладно. Так, используем тут с вами сразу все, потому что волки очень жесткие, они очень сильно пробивают. Поэтому мы с вами будем максимально стараться осторожно. Ага, у меня вообще стоят часы не на ту способность, я понял.
Так, ну сложно на самом деле проходить их, потому что они сносят очень много, замедления мне до сих пор не выпало. Я не знаю, сколько раз я вам это еще скажу, но мне, конечно, плохо без замедления, то есть они меня догоняют очень быстро. Конечно, если не иметь заморозки, то они бы вообще меня вынесли. Так, Медасим, к сожалению, нет того, кого я хотел большого, но он не успел. Шипы на остров действует. Да. Монстры. Сильно. Барахольщик, скорее всего, да, сливается. У нас остается 3 команды, и начинается уже сейчас теряться хп. Ой, чуть-чуть края. Ой, как я их не люблю. Давайте с вами пройдем Медас, наверное. Купим с вами какой-нибудь колечко. Давайте колечко купим с вами. Что мы еще можем купить? Что мы еще можем? Можем щит прокачать, в принципе. Нужно мне это или нет? Пока, я думаю, не нужно. Купим пару книг урона еще дополнительно. Замедление, конечно, проблематично. Шунь края жесткая, на самом деле, волна. А у меня нет никакого для прохождения, никого, то есть нету вообще. Так, спавним всех сразу. Шипы используем. Думаю, получение, уменьшение получения урона, то есть вот сейчас использовать можно. В принципе, я думаю. Так, теперь включаем с вами часы. Стараемся просто от них отходить и бить. Они какие-то очень быстрые стали, я не знаю. Прям очень... Ну ладно, не очень быстрые, но то есть с мечом заморозки они помедленнее будут. Хоть какой-то плюс от этого меча. Конечно, топовый был бы, наверное, лучше, но не факт, не факт. То есть, ну вот, они медленные достаточно. И я могу их проходить. Ну, достаточно спокойно мы их проходим. Не буду даже шарты свои использовать. Ни одной книги мне не выпало, суперски. Мы проходим первыми. Это плюс. Я говорил, которые задорто-фиолетовые, но они слились, при том, что у них мастер оружия. Я не понимаю, как с мастером оружия можно было слиться. Там дупликант слился, он нубас какой-то был. То есть, он, наверное, агрил, но у него 10 000 нетворса. Но они ставили ставки такие, что думали прокачать мастер оружия, и в итоге дупликант первый сдох. То есть, в чем смысл этого было, я не знаю. Доходик на монстра бесючий с Хакаем, на самом деле, его способка вот это бесит меня. Кидает он свою зельку, и типа меня, как сказать, разваливает. Ну, и меня застанивает на одном месте, и мне очень сложно так как-то проходить. И мне очень сложно куда-то двигаться, в принципе. Так, что мне падает? Мне выпадают, конечно, суперские самые вещи, которые мне просто выпасть. Исцеление мне падает, отлично. Что же мне еще могло выпасть, кроме как исцеления? Есть ли мне смысл покупать большую сумку плюс какой-то сбрасыватель? Возможно, есть смысл. Возможно, есть. Ну, сейчас мы посмотрим. Мы волну сейчас пройдем. Черные пауки, кстати, достаточно жесткая волна, я бы сказал. Но не прям, чтобы супер жесткая. Ну, то есть для меня она сейчас не супер жесткая, так как у меня 66 000 нетворса. Вот если бы я был еще нафиг этим, как он называется, гладиатором. Но и гладиатора забанили, поэтому, как говорится, я бы ним никак не смог быть. Ну а так мы с помощью Титана победили. Наверное, потому что у него много хп. О, кстати, книга Регенка. Лучше, наверное, книга жизни, но книга Регенка тоже хорошо. Хоть какая-нибудь книга мне выпала, уже плюс. Опа, еще одна книга Регенки. Ну, Регенки у меня, к сожалению, нету, чтобы использовать. У нас, кстати, теряет жизнь Хакай. Они вроде вдвоем. Как они? У них вроде броня неплохая достаточно, или мне кажется? Наверное, мне кажется. У них броня неплохая. У меня есть часы, я смогу их бить шипы, в принципе. Сейчас я буду дуэться 100% против синих. Я не думаю, что паладин пройдет. Хотя у него 51 000 нетворса. Возможно, он пройдет. Возможно, он пройдет. Он отхилится и способка свою уничтожит. Но у него только один шар жизни. Ему очень сложно проходить одним шаром. Так, у Хакая есть железный нагрудник и железный шлем. Это хорошо, это мне на руку. Так, у нас дуэлька сразу происходит. Давайте с вами покупаем большую сумку. И покупаем с вами... сбрасывайте. Покупаем с вами. На X можно, в принципе... Нет, на X другое. Давайте порошочек и с вами еще купим. На что у нас сбрасыватель будет, а? На C давайте. Вот так вот.
Па-па-пам, щит можно прокачать еще раз. Ой, куда я хотел щит взять? А мне что-то другое дается. Вынести вот как раз таки вот это вот хакай надо вынести, так как он у меня... Так, он сразу у нас исчезает. Он бежит со своей зелькой какой-то. Попадает, кстати, мне этой зелькой. Так, мы с вами... Так, мы с вами используем часы. Идем к хакаю. Зелька на мне не работает. Так что, братанчик, извиняй. Так, выносить вот этого чувака надо. Так, теперь можно юзать сбрасыватель. Так, вынести хакая. Вынести хакая. Вынести хакая надо. Так, где этот чел исчез? Вот он. Вот он мой дорогой. Все, мы его выносим, суперски. Теперь можно разбираться с этим. Не знаю, есть ли мне смысл сейчас использовать какие-нибудь часы. Нет, часы нет смысла использовать. Конечно, у меня типа отравление, но в чем смысл? То есть, он сейчас шипы заюзает, я использую. Так, что он будет часы юзать? Ой, шипы будет юзать, нет? Ну, давайте сами вот так вот сделаем. И используя свой шардик. Мы уже их передамажим по урону 100%, потому что я ни разу не хилился. Охотник на монстров, он уже еще раз отхилился. Так. Давайте, мы с вами пробиваем его достаточно хорошо. И лутаем с вами денежки. Проходим, мне выпадает еще, кажется, слабость. Не замедление, не этот. Ну, возьмем силу еще раз, вторую, чтобы, если что, было дополнительно. Давайте сами, наверное, купим книгу урона себе. Следующая дуэлька будет через, наверное, 2. То есть сейчас и еще одна потом. Мне кажется, до Скорпиона мы с вами не доживем почему-то. Потому что этот чувак сейчас рвется на каких-то будет. Ну, хотя хоть на монстров он должен проходить вроде бы. Так как будем сейчас использовать дополнительный какой-то урон будет. Шардик с вами используем тоже. Жаль, конечно, мне замедление не выпало, вот эта проблема. Было бы очень хорошо, если бы он не выпал. Какие же громкие эти синозомби. Просто ужас. Но мы уже снесли им половину, поэтому... Ну, там один, конечно, какой-то бегает нафиг с большой частью хп. Не знаю, как это получилось. Он там, наверное, прятался. Он байтил этих свинозомби, типа, чтобы у самого было больше всего хп. Вот так он делал. Так, шардик у нас откатывает через 3, 2, 1. Мы его используем, начинаем бить свинозомбиков. Так, можем, в принципе, завязать хилочку вот так вот. Так, хорошо, хилочка завязалась, шипы используем. И просто разбираемся с этими свинозомби уже до конца. Так, и все, выносим последнего свинозомби. Мы, кстати, прошли вторыми, что мне не особо нравится. Но они прошли, они прошли. Я их передамажу на сколько? Ну, почти на 10 тысяч, нет, чуть меньше. На сколько их перед... Я их на 4000 нетворса опережаю, поэтому мне, наоборот, хорошо. Успеет ли мне сбрасывать и откатиться, я не знаю. Надеюсь, что да. Я мог использовать. Ну, я думаю, да, он успеет откатиться. Я потом еще шипы там заюзаю. Пока 90 секунд еще пройдет. Поэтому я думаю, да, успеет. Силку сами сразу кидаем. Свинозомби. Какие свинозомби? У меня уже не свинозомби волна. Так, теперь на самом деле жесткая эта волна. Ну, точнее, она не жесткая, а в плане того, что эти зомбики очень дофига сносят вблизи. Ну, сдалека они не могут никак сносить, потому что они зомбики. Они, в принципе, сдалека не бьют. Это если им лук дать, тогда они будут сдалека меня бить. Вот видите, типа, с мечом заморозки они замедляются. То есть, если бы у меня не было меча заморозки, то я бы, думаю, не прошел бы волны. Хотя, не факт. То есть, мы достаточно просто их проходим. То есть, ну, вот меч заморозки их хорошо замедляет. Шардик, я думаю, не будем использовать, в чем смысл. Я их уже почти всех убил. А книги мне не супер сильно везло. Я еще, кстати, одну книгу апгрейда прокакал. Увы. Падает нагрудник и шлем, которые мне уже не нужны. Хилка, я думаю, не нужна, поэтому связывание себе возьму. Связывание дам. Купим себе одну книжку урона. Вот так вот хорошо. Купим себе одну книжечку жизни. Порошочков сейчас накупим. Переставляем вот так вот.
Нет, вот так вот мы делаем. Пьем огнестойкость с вами. О, как раз лавовая карта, суперски. Так, стреляем по Хакаю. Он исчезает. Мы его сразу рассекретиваем. Что там, отравление? А, это замедление 15 минут. Куча зелек накинул. Ну и ушел. Так. Так, он отлично кучу зелек на меня накинул. Мы с вами делаем вот так вот просто. Так, по шипам можете слепить, если хотите. А я, кстати... Я-то силу себе не заюзал. А как так-то? Давай, давай, бей меня. Давай, бей, бей, бей. Так, мы с вами бежим за Хакаем. И с лука его бамс. Не умер, кстати, с первого выстрела почему-то. Но сейчас умрет со второго, я думаю. Шо ты ко мне пришел, а? Совсем уже? Ты думаешь... Шо, ты хотел захилить его, да? А фиг тебе, не хил. Так, не знаю, наверное, вблизь надо подойти к нему. Так, еще себе силку накинем. Используем вот так вот. Теперь часики можно использовать. Шо ты, куда ты побежал? Куда же ты побежал, мой дорогой? Куда же ты побежал, мой охотник на монстров? Не, по урону я их передамажил 100%. Можно ему еще ведьму так чисто. Подарочек ему такой сделать. Держите вам, мои дорогие, ведьму. И все. Я думаю, они сейчас сдохнут. У одного проклятия. Второго одна жизнь осталась. Я думаю, они не пройдут. Хотя, охотник на монстров, я думаю, может пройти еще. А вот, ну, как, в смысле, с охотником на монстров не могут пройти. Но не факт, не факт. Я думаю, может тоже солидную жизнь. Но, типа... Так, еще одну... Вот так вот мы сделаем с вами. По мне скелет не попал. Это суперски. Мы с вами одного скелета забрали, хорошо. Теперь второго надо. Теперь второго он по мне не попал. Супер. Так, замедление до сих пор нет. Почему-то. Не хотят мне давать замедление, как я понял. А, все, мы побеждаем даже не пройдя волну. Но я бы прошел с легкостью по эту волну. Но мы с вами проходим так ее, поэтому это было достаточно просто. Ну что ж, ребята, на этом наш видео подходит к концу. Если вам понравилось, хотите больше доступ по кастомсу хауса, а именно по двойному кастомсу хаусу в одиночку, то, конечно же, ставьте ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был Нетро. Всем удачи и всем